tadaridim tadaritani dim 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 tadaridim tadaritani dim 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 tadaridim tadaritani dim 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 tadaridim tadaritani. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день. Сегодня у нас встреча, которая посвящена теме активизации, спонтанной активизации мужской и женской энергии, или, как еще говорят, раскрытие энергии мужчины и женщины. И хотим мы сегодня вам рассказать, как этот процесс происходит у родных душ, какие особенности в этом. И самое главное, на что хотим обратить внимание с самого начала, что процесс активизации мужской и женской энергии, а еще говорят поляризации энергии у родных душ, происходит самым естественным, спонтанным образом. И начать сегодняшнюю встречу, сегодняшнюю тему нужно с того, что когда встречаются родные души, у них происходит вот эта спонтанная активизация энергии, но не просто активизация энергии, а эта энергия имеет свое определенное качество. Оно очень специфичное. И если вы встретили свою родную душу, и вы обращаете внимание на свое внутреннее состояние, что, кстати, бывает не всегда, то вы легко обнаружите, что вы как будто бы попали в другое измерение. Как только происходит встреча, как только вы узнаете свою родную душу, вы чувствуете, что-то начинает с вами происходить. Происходить в вашем сознании, происходить в вашем мировосприятии. И если вы отдаетесь этому потоку, если вы эту энергию не блокируете, РД-энергию, вы постепенно погружаетесь действительно как бы в другое пространство. Ну, собственно, не как бы, а на самом деле так и есть. У вас изменяется состояние сознания, и вы себя начинаете чувствовать кардинально иначе. Вот с этого нужно начать для того, чтобы приступить непосредственно к тому, чтобы рассказать, как же происходит эта активизация мужской и женской энергии. Вот этот вопрос, эта тема, раскрытие женской энергии, как правило, говорят женской энергии, да? Редко говорят о раскрытии мужской энергии. Ну почему, во-первых? Потому что мужчины крайне редко вообще занимаются этим вопросом, по крайней мере, это совершенно не афишируют, но нужно сказать, что они нуждаются в этом процессе, в процессе раскрытия своей силы, своей энергии, нисколько не меньше, чем в этом нуждаются женщины. Просто женщина, она более открытое, более спонтанное существо, она по своей природе склонна к общению, к тому, чтобы делиться своими чувствами, переживаниями, а мужчина нет. Мужчина будет это все держать в себе. Вот поэтому часто можно слышать, что такая тема раскрытия женской энергии, возвращение к своей женственности и так далее и тому подобное. На этот счет существуют тренинги, техники, пишутся книги, ну и так далее. Если бы мужчина был более открытым, то точно такая же индустрия была бы в отношении и раскрытия мужской энергии. Почему? Потому что мужчине достаточно трудно сознаться в том, что он в чем-то вообще нуждается. Он по своему статусу он должен быть существом самодостаточным, то есть у него уже все есть. А если чего-то нет, то обязательно либо заработает, либо добудет. Вот такое существо мужчины. Но на самом деле все не так. Если мужчина будет откровенен сам с собой, то он достаточно быстро и легко может обнаружить, что у него очень много чего не хватает в его жизни. Так вот, когда происходит встреча родных душ, происходит вот эта активизация мужской и женской энергии. И опять-таки женщина это чувствует более непосредственно. То есть она это ощущает и как удивительную энергию, которая окутывает ее, говорят, облако тепла, облако родственной энергии,
состояние родственности и Можно тому я подобное. скажу? Мгм. Потому что я думаю, что целесообразно все-таки мне сказать, так как я женщина. Но в основном женщины очень много пишут, и везде эти описания сходятся в том, что да, вот женщина пишет: вот я чувствую это облако, я летаю, я где-то летаю в небесах, парю. Ну и, конечно, потом уже начинается раскрытие таких земных качеств, как желание начать готовить что-то для своего любимого мужчины, желание там танцевать, проводить чайные церемонии и так далее и тому подобное, чтобы что-то, что раскрывает женскую энергию. Желание сменить полностью гардероб. И если до этого женщина, например, ходила только в брюках и так более-менее спортивный стиль у нее был, да, просто удобный, то теперь ей хочется что-то надеть женственное, какие-то интересные вещи ее начинают завлекать в магазинах, витринах, она видит их и сразу же видит себя в этом образе. То есть раскрывается женский потенциал, природная женская энергия начинает работать. А вот у мужчины интересно, ты расскажи, как у мужчины. У мужчины это происходит иначе. Естественно, мужчина вряд ли будет обращать внимание на витрины в магазинах, вряд ли у него появятся такие мысли, сменить гардероб и так далее. Ну, по крайней мере, у меня такого не было, я ни о чем таком не слышал. Вот, это честно, такого нет. Это просто не мужская прерогатива, да, это больше женская. А у него начинают проявляться другие качества. Это можно назвать, в общем-то, дальше идет достаточно индивидуальное проявление. Можно назвать это предпринимательскими качествами. Мужчине что-то хочется предпринять. Вот это слово предпринимательство, кажется, что это только бизнес, на самом деле нет. Мужчина сразу же чувствует огромный импульс что-то сделать, действовать. Причем на первых порах он может не особенно понимать, что же он хочет сделать, но вот эта энергия действия, энергия активности, она в нем пробуждается и начинает его наполнять и даже переполнять. Ну и при гармоничном варианте, естественно, что он хочет сделать? Он что-то хочет сделать для своей женщины. То есть для того, кого он встретил, то есть для своей родной души. Что-то ей покупать, дарить, окружать какой-то заботой. Если на высшем уровне вообще-то, да, об этом говорится вообще мало, то он, мужчина, начинает ей дарить мудрость. Вот это может слышаться немного странным, но если мы внимательно почитаем духовные писания, веды и особенно тантры, то там идет именно дарение мудрости. И вот дальше происходит интересная вещь. Мужчина, если вот мы говорим о высшем варианте, да, проявлении мужских и женских качеств, то дальше происходит великолепная картина. Мужчина начинает говорить, давать женщине вот эту энергию знаний, мудрости, а женщина начинает в себя это впитывать, вбирать. Вот при гармоничном варианте на высшем уровне происходит именно это. И достаточно быстро мужчина и женщина, они могут заметить, что между ними происходит нечто очень похожее, что описано в тех же тантрах и в тех же ведах. То есть они идут буквально вот по этой программе. И переходим к следующему. Между ними возникает единый поток РД-энергии, единый поток мужской и женской энергии, соединенные вместе, гармонично соединенные вместе. И этот поток, он проявляется как на высшем уровне, вот о котором мы сейчас только сказали, так на среднем уровне, когда мужчина защищает, оберегает женщину, хочется ему что-то постоянно делать для нее. Там, знаете, даже может возникать такая проблема, а что же сделать и что еще сделать? А женщине, наоборот, хочется для мужчины. Не только у женщины это по-женски выражается, там, а что же еще приготовить, а чем же вот еще его так удивить, а что же еще вот как заботиться о нем, вот именно тоже. Она же тоже оберегает своего мужчину, но иначе. Она ухаживает за ним, она гладит его белье, его вещи, она это делает все с любовью, соответственно, готовит и также преподносит ему
свои какие-то изыски кулинарные. Это же то же самое, это оберегание и защита. Это на среднем уровне. А если на начальном уровне, ну что такое начальный уровень проявления вот этой РД-энергии? На самом деле там идет проработка каких-то психологических травм, нерешенных в жизни задач. Причем проработка именно, опять-таки, с точки зрения мужской и женской ипостаси. Ну что это такое, если говорить попросту? Если мужчина, будучи мальчиком, не прошел какие-то кризисные периоды в своей жизни, кризис 3 лет, кризис 7 лет, кризис подросткового возраста, или кризис уже возраста, в котором он должен сделать свое дело, начинать делать свое дело, как-то реализовываться в социуме. Вот психологи это знают. Так вот, если он эти рубежи не прошел в свое время, то теперь, когда встречается со своей родной душой, и когда активизируется у него вот эта мужская энергия, он вдруг начинает попадать вот в эти временные этапы, которые он не прошел. То есть, допустим, он не прошел кризис 3 лет, и он попадает в этот временной этап, когда ему 3 года. Он совершенно четко ощущает себя маленьким мальчиком, почти младенцем, ребенком, достаточно беспомощным. И он оказывается именно в той ситуации, из-за которой он не прошел этот кризис. То есть он начинает очень быстро нарабатывать те качества, которые не были им наработаны тогда, в том возрасте, и как мальчиком, именно как мальчиком, и переходить через этот этап возрастной. Вот это очень интересные моменты. Вот это очень мало кто из мужчин может рассказать, потому что на самом деле, с точки зрения такой обычной, житейской, это очень стыдно. Стыдно, когда мужчина 30 с лишним лет, или там, может быть, 40 лет, уже взрослый и, в общем-то, социально состоявшийся человек, вдруг оказывается вот в такой ситуации, вот в этих всех внутренних переживаниях. И, в общем-то, это не единичный случай. Такие случаи, они достаточно закономерны. Еще раз повторюсь, мужчина может быть очень даже социально активным и достаточно успешным, сильным, волевым и так далее, но внутри хранить вот эту травму, вот этот не перешедший этап. Он не перешел этот кризисный этап. И вот так вот срабатывает активизация мужской энергии. Он начинает туда возвращаться. В результате происходит следующее. Он становится еще более мужественным, когда он проходит эти кризисные этапы, заново проходит. Он обретает свою мужскую энергию, та часть той энергии, которая ему была до сего недоступна. То же самое происходит и с женщиной. Да. То есть, если девочка в свое время в детстве получила какую-то очень сильную психоэмоциональную травму, или, может быть, целая серия таких вот стрессов очень сильных, да, то там остаются блоки, которые блокируют именно женскую энергию. Вот именно женскую энергию. Ну да, они не дают раскрыться этой женской энергии. Есть такие, да, случаи, и не раз уже описанные, то, что женщина встречает свою родную душу, мужчину, в ней начинает все это также активизироваться, пробуждаться, и оно просится наружу, изнутри вот эта женская энергия просится наружу, но эти блоки, которые были тогда в детстве, там какие-то детские психологические травмы, ситуации разные, они не дают просто раскрыться. И происходит такая буря в стакане, да, буря внутри. То есть там внутри происходит такая активизация, а снаружи как ледяная корка, которая не дает это выразить. Ну и, соответственно, также женщина вот эти вот этапы проходит. Сначала там, например, маленькая девочка или подросток, смотря когда у нее была эта травма, в каком возрасте. И все это переживается. Оно переживается, конечно, не так, как должно было тогда, гармонично и постепенно, а переживается вдвойне, втройне, может быть, даже во много раз больше и сильнее. Но зато потом, да, когда тоже женщина проходит, то тут уже начинается другая. То есть что происходит? С точки зрения психологии, духовных практик, это вообще феноменальный, удивительный и с поверхностной точки зрения необъяснимый процесс. Но представьте себе такую житейскую ситуацию. Вы встречаете
свою родную душу, вы чувствуете свою родную душу, между вами возникает эта необычайная любовь, и вдруг через некоторое время, достаточно непродолжительное, там, не знаю, несколько дней, несколько недель, вы вдруг обнаруживаете, что между вами встают какие-то не то чтобы препятствия, а очень большие непонятности. Почему-то ваш партнер закрывается, почему-то он не выходит на диалог, почему-то он что-то не договаривает, почему-то он в чем-то вас обвиняет, когда вы этого ничего не делали. В общем-то, может доходить до таких мистических, собственно, переживаний, когда на вас человек смотрит, он вам говорит такие вещи, к которым вы не имеете никакого отношения. Ну, например, женщина может смотреть на мужчину и говорить: да вы все предатели, да вы все там вот такие-то, да, причем плакать, это очень тяжело, интенсивно переживать по-настоящему, а мужчина напротив нее стоит и не понимает, что происходит, потому что он к этому не имеет никакого отношения. А просто женщина, она заново переживает вот эти все свои психотравмы, заново переживает вот эти стрессовые ситуации. И если она их гармонично переживет, если она пройдет через этот процесс переживания стрессов, вот правильным образом пройдет, то она от них освободится. И как будто бы, знаете, какая-то пелена упадет с глаз, она скажет: о, Господи, что же это я действительно. Вот настолько они очень бурные, интенсивные, эти процессы активизации именно мужской и женской энергии. Вот хотим обратить внимание, с психологической точки зрения, это не просто энергия, не просто проработка травм и блоков, а именно с точки зрения высвобождения женской энергии и высвобождения мужской энергии, та, которая в какой-то степени была заблокирована. Вот такие вот феноменальные процессы начинают происходить между мужчиной и женщиной. Давайте немножечко как бы отойдем в сторону и скажем, а чем же встреча родных душ отличается от обычной встречи, когда происходит влюбленность? Ведь когда мужчина и женщина встречают свою любовь, большую страсть, у них тоже происходит активизация энергии. И тоже на поверхность могут выходить какие-то травмы, какие-то стрессовые бывшие ситуации и тому подобное. Вот в чем же состоит отличие? На самом деле отличие состоит в глубине и в силе происходящих процессов. То есть у родных душ все это происходит гораздо глубже и гораздо сильнее. Могут всплывать травмы не только, если уж говорить только о травмах, да? А раз уж мы о них стали говорить, не только из детства, из раннего детства, но могут всплывать травмы из прошлых воплощений. Их может быть очень много. В последующем вы можете обнаружить, что их было очень много. Если будете очень внимательно с этим работать, вот так вот, знаете, достаточно непредвзято, не обвиняя друг друга, а что ты там вот несешь непонятное, да, я вообще не имею к этому никакого отношения, разберись со своей головой, а потом будем продолжать общаться. Если вы все-таки захотите разобраться в этом, ну, достаточно трезво, будем говорить, да, так, то очень скоро вы обнаружите, что всплывают прошлые воплощения. Причем ваши обоюдные прошлые воплощения. Там, где вы вместе были в прошлой жизни, и что-то, кто-то из вас кому-то сделал, что теперь в этой жизни возвращается. Приходится отрабатывать. Вот. Такое бывает. В обычной паре такого не бывает. Там нет такой глубины, и там нет такой силы, и нет такой интенсивности происходящих процессов. Могут встретиться кармические партнеры, которые действительно могут вспомнить свои прошлые воплощения. Но это не будет по силе точно такой же процесс, во-первых. И, во-вторых, это не будет тем процессом, который они почти что вынуждены будут решать опять совместно. Ну, как тут объяснить? А там не будет такой интенсивности энергетической, понимаете? Если родные души встретились, то между ними возникает такая мощная связь энергетическая, которая буквально их, ну, можно сказать, заставляет решать многие вопросы. Они как бы автоматом, мужчина и женщина, автоматически начинают идти вот по этому пути. Раскрытие, отработки,
различных решений всяческих проблем внутренних и так далее. Ну ладно, это мы все-таки слишком много стали говорить о проблемах и травмах, но об этом нужно сказать. Вы знаете почему? Вот заканчивая эту такой маленький вопрос, нужно сказать, что достаточно часто обращаются с вопросом, а почему он или она не идет на контакт? А почему он или она мне вот это говорит? А почему вот у нас вот такие-то, такие-то неурядицы? Вы знаете, достаточно часто это упирается именно в это. Вот в эти неотработанные стрессы, комплексы неразрешенные и так далее. Поэтому это важно знать, это важно иметь в виду, если вы встретили свою родную душу. Теперь о приятном. Когда происходит активизация мужской и женской энергии, то мужчина действительно начинает чувствовать себя гораздо более мужественным, а женщина, соответственно, гораздо более женственной. И начинают проявляться самые разные стороны этого процесса. То есть там действительно калейдоскоп очень большой. Начиная от того, что в мужчине просыпается и благородство, и такое, вы знаете, высшие черты бескорыстия, рыцарства по отношению к своей женщине. А у женщины, соответственно, просыпаются такие качества, как податливость, мягкость, желание окружить заботой, вот такой вот энергетической заботой в первую очередь, окружить своего мужчину. То есть то, что известно из классических таких естественных природных отношений мужчины и женщины, то, чему учат веды, то, что очень часто хотят получить в ходе тренингов, семинаров люди по раскрытию женской или мужской энергии, вот все это раскрывается спонтанно, самым естественным и очень ярким образом в мужчине и женщине. Но это, так сказать, классический благоприятный вариант, но бывает и наоборот. Когда встречаются родные души, бывает, что наоборот. У женщины больше активизируется мужская энергия, а у мужчины больше активизируется женская энергия. Такое тоже бывает. Причем бывает это и вперемешку. То мужская, то женская. То есть, в общем-то, это переживание не для слабонервных. От этого может показаться, что человек сходит с ума. Потому что при глубине этого процесса, при глубине этих переживаний, мужчина действительно может очень четко почувствовать свою женскую ипостась, а в каждом мужчине живет внутренняя женщина. А женщина, соответственно, может почувствовать свои какие-то воинские наработки. И такое бывает, и бывает нередко. То есть женщина действительно вспоминает, переживает себя воином, а мужчина вот готов сидеть и ждать, когда женщина закончит свое ратное дело. Действительно, такое бывает. И в этом случае и женщина может быть разочарована, то есть как бы она хотела найти мужчину, а нашла то ли мальчика, то ли женщину, непонятно кого. И мужчина может быть очень сильно обескуражен, потому что он сам от себя такого не ожидал, и вдруг это проявилось. Вдруг это произошло, он стал проявлять такие свои слабые стороны характера, да, которые связаны не только с отработкой травм, но которые связаны просто с активизацией именно женской энергии. Такое совершенно возможно. Но если в вашем случае произошло нечто подобное, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Достаточно быстро все начнет вставать на свои места. То есть, если вы встретили свою родную душу, и у вас вот такая вот рокировка произошла, да, перемена мест, женщина стала на место мужчины и наоборот, то это временный вариант. Пройдет некоторое время, эта энергия сгармонизируется, и мужчина начнет больше проявлять мужских качеств, а женщина будет проявлять больше женских качеств. То есть эта гармонизация обязательно произойдет. Это и по практике, можно так сказать с уверенностью, что это происходит, и по сути РД-потока.
То есть вот эта энергия, вот этот поток энергии, в который попадает мужчина и женщина, он имеет свои изначальные характеристики. И эти характеристики именно таковы. В мужчине больше проявляются мужские качества, в женщине больше проявляется женских качеств. И со временем все становится именно таким образом. И если вы продолжаете общаться, если вы продолжаете быть вместе, если вы остаетесь вместе, значит все со временем станет на свои места. Это обязательно. Насчет этого можно не беспокоиться. Я бы хотела добавить то, что, конечно же, не во всех парах 100% вот так вот инь и ян выполняют свои функции. Мужчина только ян, женщина только инь. В каждом человеке больше преобладает все равно чего-то либо ян, либо инь. И бывает так, что в женщине больше активности, а в мужчине наоборот как бы больше мягкости. Но тем не менее гармонизация все равно происходит. Но все равно ведет, например, пару, видно, что я женщина, а не мужчина. На некоторые пары смотришь, ведет мужчина, а не женщина. То есть и это ненормально. Там уже вступают в силу индивидуальные особенности. Да. Это действительно так. Но вот общая тенденция к тому, чтобы более ярко, более сильно проявлялись мужские и женские стороны, качества в паре РД, это обязательно. Это можно сказать, что это закон. Когда встречаются родные души, в этой паре, как правило, один является ведущим, другой является ведомым. То есть один другого как бы подтягивает к другим рубежам, тянет его развиваться, стимулирует его по-всякому. Но при этом в любом случае они оба являются учителями друг друга. И в отношении раскрытия вот этих мужских и женских качеств они являются друг для друга, можно еще так сказать, молчаливыми учителями. Даже не обязательно обозначать это в словах. Там женщина может сказать: ну будь ты все-таки мужчиной, да, в конце концов, сделай вот это-то. Или мужчина может говорить женщине примерно то же самое: будь более женственной. Можно это даже словами не обозначать. Вот специфика их энергетических взаимосвязей такова, что даже не говоря друг другу ни слова, они начинают не только раскрывать эти мужские и женские качества друг в друге, а они начинают дальше как бы вести друг друга по этому пути. Не просто раскрытие, но также и закрепление этих качеств, проявление их в повседневной жизни, потом очищение этих качеств, вывод их на новый уровень, на более высоковибрационный уровень. Вот этот процесс совершенствования, он парный. И родные души являются друг для друга учителями. И в том числе в вопросе раскрытия мужской и женской энергии. Поэтому вот такое выражение, что женщина делает своего мужчину, да, оно совершенно верно, особенно для родных душ. То есть женщина себя спонтанно, причем, ведет именно таким образом, что мужчина становится более мужественным. А мужчина, в свою очередь, то же самое. Он просто себя так начинает вести, что женщина рядом с ним становится более женственной, более мягкая, более, опять-таки, податливая и так далее. Ну вот это качество инь, все, что мы знаем из мужской и женской энергии. Все это происходит самым спонтанным образом. То есть родные души – самые лучшие учителя друг для друга. И если вы встретили свою родную душу, то вам в ближайшее время, я не знаю, может быть, несколько лет, может быть, даже всю жизнь, вам не понадобится никаких других учителей, которые могли бы вас научить больше проявлять женских качеств или быть более мужественным. Родной души вам будет более чем достаточно. На много лет вам хватит пищи и для ума, и каких-то именно энергетических наработок для того, чтобы развиваться друг с другом. Вот в чем еще состоит огромная ценность встречи с родной душой. Вы знаете, это отмечают все,
кто встретил свою родную душу. Ведь не все встречи, они для того, чтобы мужчина и женщина воссоединились. Не все встречи для того, чтобы они начали совместную жизнь. Но даже когда совместная жизнь не получается, даже когда и мужчина, и женщина понимают, что им не воссоединиться, им не судьба жить вместе. Ну, допустим, это ваша родственная душа, или тем более РД-учитель. Даже в этом случае они говорят, что я благодарна, или я благодарен судьбе, Богу, жизни за эту встречу. Потому что именно благодаря этой встрече я познал или познала себя. Они узнают вот эти свои глубинные потенциальные возможности, которые у них были глубоко внутри, которые были не реализованы, которые не проявлялись, они вышли на поверхность. И в том числе это возможности именно как мужчины, так и женщины. Ну, какой пример? Очень простой бытовой пример можно привести, что, допустим, мужчина в силу своей социальной нагрузки, как мужчина, старался все время делать что-то для того, чтобы в социуме получить какое-то хорошее место, быть, так сказать, уважаемым, сделать там какое-то дело, заслужить авторитет. И все у него как-то не очень получалось. Или получалось, но не настолько, как он этого хотел. Ну, и вдруг происходит вот такая встреча с родной душой, и у него как будто бы крылья за спиной вырастают, начинают появляться идеи, он эти идеи реализует, он начинает добиваться именно того положения в обществе, в социуме, того авторитета, которого он примерно всегда и хотел, а может быть даже и больше, чем он мог себе представить. Или, с другой стороны, что получается, когда женщина встречает свою родную душу? Ну, допустим, она занималась наоборот, она занималась бизнесом, да, и как бы за домом не очень-то и наблюдала, смотрела, она была не заинтересована в домашней работе. В общем, в основном бизнес и все, что с этим связано. Согласитесь, сейчас это достаточно частая ситуация. И вдруг происходит встреча с родной душой, и она неожиданно для самой себя начинает готовить, начинает за домом как-то особенно пристально смотреть, хочется ей что-то испечь, хочется ей уже не бизнесом заниматься, а больше дома побыть и так далее. Это очень простые примеры, вот если очень коротко, то возникает именно такая ситуация. То есть все встает уже на более свои естественные места. Современное положение таково, что сейчас действительно в основном унисекс. Непонятно, то ли мужчина, то ли женщина, кто чью роль выполняет. И что в результате получается? В результате получается, что нет истинного удовлетворения ни мужчины, ни женщины. Они могут хорошо зарабатывать, они могут даже совместный бизнес, допустим, вести, да? Могут быть очень многим удовлетворены, но вот этой вот внутренней удовлетворенности нет. И в результате возникает ситуация, когда и тот, и другой ищут каких-то уже неестественных способов удовлетворения. То есть человек должен испытывать удовлетворение. Его изначальная природа – это счастье, это блаженство, это любовь. Вот это изначальная природа его души, изначальная природа каждого человека. И если это он не получает, то он ищет удовольствие уже более таким деструктивным способом. То есть это различные стимулирующие средства, алкоголь, наркотики, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень много вариантов на самом деле получить как бы удовольствие. Ну, есть такой гармоничный способ, это экстремальные виды спорта, например. Ну, в том числе, возможно, да. Нет, конечно, есть люди-экстремальщики, безусловно, то есть такие люди есть. Так получает свое удовольствие. Да, то есть они так живут, вот у них пятый дом нагружен там Плутоном, Марсом, Солнцем, чем-нибудь еще, и им нужно постоянно рисковать. Стресс.
встряска постоянно нужна, но не для всех, далеко не для всех. То есть для них это естественно. А в результате вот такого вот смешения мужчина, женщина, мужчина не раскрывает, не может раскрыть своих мужских качеств, женщина не раскрывает своих женских качеств, происходит ситуация неудовлетворенности. Если уже говорить об этом, эта ситуация очень выгодна всем, кто продает. То есть, если человек чувствует неудовлетворенность, он идет чего-нибудь покупать, особенно женщины. Тем более, что средства массовой информации постоянно бомбардируют, что купи зубную щетку, будешь счастлив, купи зубную пасту, будешь уверенный в себе. То есть продают постоянно состояние счастья, уверенность, успех и так далее. Вот. Человек идет и покупает, и он как бы должен быть счастлив. Покупает, но все равно несчастлив. В результате эта ситуация все больше и больше усугубляется, все больше обостряется, переходит в психосоматические заболевания, о которых лучше не говорить. То есть человек начинает болеть, и, в общем-то, дальше выступает на первый план фармацевтическая промышленность, которая также рада всей этой ситуации, она готова нам с большой радостью предоставить огромный выбор различных как бы средств, которые помогают нам, должны нам помочь избавиться уже и от хвори. И вот таким образом происходит вот такая вот жизнь на неестественных началах. Если же все встает на свои места, если мы свободно даем протекать этой энергии через нас, мы раскрываем свою душу и позволяем всей энергии наполнять наше существо, то происходит чудо. Чудо самоисцеления, чудо омоложения, чудо, когда женщина или мужчина избавляется от многих заболеваний. Просто вот в ходе вот этого процесса, когда встречает свою родную душу, когда не пропускает через себя эту энергию любви, не блокирует ее ни ревностью, ни какими-то суперожиданиями, да, что-то должно быть неизменно так, как вот они себе представили, а просто пропуская через себя эту энергию, то происходит исцеление и омоложение. И вот тут вот все, кто продает, и фармацевтическая промышленность, они очень не рады этому факту. Поэтому, в общем-то, это очень мало известно, хотя на самом деле это действительно так и есть. И со многими людьми, кто прошел этот процесс внутреннего совершенствования, когда встретил свою родную душу, если вы с ними побеседуете, то они вам расскажут примерно эти ситуации. Самоисцеление, омоложение, изменение жизни, и человек начинает заниматься уже больше своим делом, он начинает становиться сам собой. Вот это невыгодно, наверное, никому, кроме самого человека. Вот такая вот ситуация, это нужно учитывать. До сих пор, вот уже скоро 2 года, как существует движение «Родные души» и школа «Родные души», и до сих пор, несмотря на весь огромный объем информации, который мы выдаем, нам приходят письма, приходят на консультацию, и люди говорят: я ведь ни с кем никогда об этом не говорил или не говорила, потому что подумают, что я с ума сошла. Боялась, что Да, что это что-то ненормальное, со мной происходит что-то ненормальное. Конечно, с вами происходит ненормальное, потому что нормально – это болеть, покупать, быть потребителем и быть в меру больным человеком, который может зарабатывать деньги на то, чтобы потом полечиться и что-нибудь купить. Вот это нормально считается. Это это вопрос уже, в общем-то, далеко отстающий от родных душ. Это вопрос гораздо более серьезный, он очень интересный. И очень большой. Очень большой, как создается мировое общество потребителей. Это современное рабство. Когда человек должен стать рабом для того, чтобы просто потреблять, и больше ничего. И то же самое касается и зажатия вот этих природных энергий в мужчине и в женщине. То есть вот этот стиль унисекс – это то же самое рабство, потому что ни женщина не может проявить себя так, как она есть на самом деле от природы, ни мужчина. И получается вообще перекос в другую даже сторону. Особенно сейчас, мне кажется, это наблюдается. На самом деле эта ситуация гораздо более широкая, гораздо более серьезная, чем просто отношения мужчины и женщины как личностей. Понятно, что это
интересно многим найти настоящего мужчину, а мужчине, соответственно, хочется найти настоящую женщину. Но этот вопрос, он действительно гораздо более глубокий. Ведь вся энергия мироздания, все проявленное, все, что мы можем видеть, чувствовать, слышать, все это существует благодаря взаимодействию именно мужских и женских энергий. Если происходит разбалансировка, то происходит эта разбалансировка постепенно, уже в планетарном масштабе. А закон Вселенной, он очень прост. Это закон гармонии. То есть Вселенная пытается восстановить гармонию. И если человек ее нарушает, то Вселенная ее восстанавливает. А происходит это не мягким способом, а происходит это, как правило, таким жестким способом. То есть в виде различных катаклизмов, различных экономических, политических неприятностей и так далее. То есть вот этот вопрос на самом деле уходит корнями именно туда, в глобальные масштабы. Естественное возвращение к своей изначальной природе, и мужчины, и женщины, когда они встречают свою родную душу. Вот почему естественный процесс? Давайте сначала рассмотрим не вполне естественный. Не вполне естественный – это когда происходит искусственное замещение женщиной или мужчиной своих качеств. Но это еще называется притворством, это еще называется таким фиглярством, да? Это еще называется такой неискренностью, когда женщина хочет быть более женственной, но она просто, попросту говоря, притворяется. Она как бы хочет себя такой показать. И мужчина делает то же самое. Вот. Это совершенно неестественный и контрпродуктивный способ, потому что в этом случае затрачивается личная энергия на вот это притворство. И женщины, и мужчины, они иссякают энергетически, и ничего хорошего из этого не получается. Но дальше, если идти вот этим путем, все-таки более продуктивного активизации вот этих энергий мужчин и женщин, мы приходим к тренингам и к семинарам, там, где проходит обучение, и мужчины, и, в первую очередь, женщины все-таки чувствуют действительно вот этот приток женской энергии. Она пребывает в этом пространстве, она это чувствует, потом она возвращается в свою обычную жизнь, и там все возвращается на круги своя. И так происходит до определенного момента, то есть достаточно долго, как правило, все-таки это должно происходить несколько лет посещения таких тренингов и семинаров, прежде чем у нее произойдут такие кардинальные изменения. Как правило, не всегда, конечно, но как правило именно так. И теперь случай встречи с родной душой. Вот там все происходит очень быстро. Настолько быстро, что возникают перегрузки. Перегрузки и в психике, и в теле. То есть человек действительно может чувствовать, что с ним что-то неладное творится. Вдруг мужчина начинает чувствовать себя рыцарем и почти что слышит храп своего коня где-то с левой или с правой стороны. А женщина сидит себе на кухне и чувствует себя королевой. И причем это происходит достаточно часто. Согласитесь, нетривиальная история. Да? То есть тут можно задуматься над своим психическим здоровьем. Здоров ли я? А в результате происходит активизация этих энергий. Вот это, возможно, активизировалось прошлое воплощение, где мужчина был рыцарем, а тогда все-таки мужские энергии были хорошие, не как сейчас. И через него все это идет. Прошлое воплощение, то есть еще это называется союзником, он помогает мужчине почувствовать и вспомнить свою мужскую энергию. А женщина, сидя на кухне и чувствуя себя королевой, и слыша шуршание вот этих дорогих плотных тканей, и слыша какую-то музыку, которая доносится из соседней залы, вот она вспоминает, что действительно что-то было, наверное, в прошлой жизни она была или королевой, или кем-то еще таким очень высоким созданием. И активизируются эти женские энергии, которые, опять-таки, в те времена были очень хорошо проявлены. Вот настолько интенсивно, настолько очень быстро это все происходит. Происходит это за несколько часов, за несколько дней, за несколько недель, за несколько месяцев женщины и мужчины кардинально изменяются.
То есть в течение нескольких месяцев они уже совершенно другие люди, если они открываются этому потоку. Если происходит блокировка потока, тогда да, тогда уже процесс заблокирован. То есть сравните первый путь, второй путь и третий путь, где родные души. Гораздо более естественное возвращение к своей природе. Опять-таки, нетривиальное, да, необычное. С точки зрения современной науки не вполне нормальное. Вот если с точки зрения современной науки. Но современная наука нисколько не смущает тот факт, что она не дает ответов на очень многие жизненные вопросы. Вот она такая наука, но всего она не знает. Вот странная наука. Если она всего не знает, то как она может говорить о том, что чего-то ненормально? Нужно сначала рассмотреть это во всей полноте и со всех сторон, а потом уже выносить вердикты. А в результате вот так вот люди сидят годами и боятся с кем-то делиться своими переживаниями, потому что подумают, что их сочтут сумасшедшим человеком. В результате происходит блокировка этого процесса. Вот эту тему очень хорошо рассмотрел Станислав Гроф в своей работе, которая называется «Духовный кризис». Там не говорится о родных душах, но ситуации во многом похожи. Это, в общем-то, и не удивительно, если представить, что у человека круг общения не изменился, и если он поделится этим, ну пусть даже со своей подругой или с другом, то он скажет: да ты что, с ума сошел, пойдем там сегодня куда-нибудь в клуб, к примеру, отдохнем по-нормальному, как все. Ну это ж я так утрирована, но по сути-то оно так и есть. Это такой молчаливый сговор, когда, может быть, вам никто напрямую и не скажет, что вы сумасшедший, но вы будете очень четко чувствовать, что об этом лучше не говорить. Это знают все, с этим знакомы все. И вот такое вот пространство родных душ и интернет-пространство в первую очередь позволяет многим людям просто принять себя. Нам очень часто пишут письма благодарственные, только потому, что благодарны люди только потому, что они просто приняли себя, что когда-то у них это было или сейчас у них это происходит. Они поняли, что они не сумасшедшие. Они поняли, что они не сумасшедшие, а наоборот, очень даже интересный у них процесс происходит. Они приняли ту ситуацию, при которой они раскрываются, они просто сходят с ума, они нарабатывают новые какие-то навыки, они просто как бы фантазируют, как им люди со стороны другие могут сказать, что ты себе там придумал, да? Ты всю жизнь работал слесарем, а теперь ты, здрасте, герцог. Ну, такое бывает. И в истории человечества, в общем-то, такие случаи известны. Вот мы уже приводили такой пример, исторический пример, который описан в автобиографическом романе «Мартин Иден». Да? То есть совершенно реальная история человека, который был матросом и стал всемирно известным писателем, благодаря встрече с родной душой. Президент Америки Авраам Линкольн. Не знаю этой истории. Я, если не ошибаюсь, то он, по-моему, продавал книги в лавке. Вот что-то такое было. Вот. А потом, пожалуйста, вот он стал президентом. Ну, это да, это Америка, там такое возможно, но мы говорим о родных душах. В какой-то степени похожая история с Генри Фордом, да? Там у него жена была очень такая хорошая женщина, которая поддерживала его во всем. Если вы захотите, можете такие истории найти. Они есть, безусловно. И чем больше этот процесс будет приниматься в обществе, в какой-то части общества, а пространство родных душ – это уже все-таки часть общества. Вот чем больше эти процессы будут приниматься другими людьми, тем больше будет идти прогресс, развитие личности человека. Потому что действительно можно прийти к такому выводу, немного параноидальному, но тем не менее, что есть какой-то всемирный заговор, который не дает человеку развиваться. Потому что не выгодно никому, чтобы человек был умным, сильным, развитым, чтобы он задавал вопросы. Можно, чтобы он был больным, в меру слабым, чтобы мог работать, но зарабатывать только для того, чтобы что-то покупать. И больше ничего не требуется от человека. Если же он выходит за эти рамки, он ненормальный. Вот эта вот невидимая тюрьма, которая есть и которая называется матрица,
да, она, конечно же, давлеет над людьми, но в последнее время все больше и больше рамки этой матрицы расширяются, и все больше людей становятся более здравомыслящими и понимают, что, в общем-то, нужно жить своей жизнью, искать себя и чувствовать это истинное удовольствие от жизни, истинное счастье, а не просто быть потребителем, который купил ту или иную вещь и как бы должен быть счастлив от этого факта, что он чего-то приобрел. Ну, такая сегодня у нас получилась тема, вот такой у нас сегодня получился разговор. Как всегда, мы всего, конечно, не могли рассказать за этот час, но думаем, что ту задачу, которую мы ставим всякий раз, когда начинаем говорить о родных душах, это задача расширения сознания слушателя, читателя, который слушает, смотрит или читает ту или иную информацию о родных душах, чтобы он больше принимал себя, больше принимал свои процессы. Вот это основная задача. Чтобы было осознавание того, что человек, который встретил свою родную душу, он выходит в другое измерение. Там очень многие законы, которые в обычной повседневной жизни, они не то чтобы не действуют, они уже становятся вялыми и никчемными, а начинают очень интенсивно работать совсем другие законы. Законы уже очень интенсивного развития личности, и в том числе развития его как мужчины или как женщины, то есть активизации мужских и женских энергий. Вот будем считать, будем надеяться, что сегодня мы эту задачу также выполнили, рассказав вам о тех феноменальных процессах, которые происходят у родных душ и которые связаны с раскрытием мужского и женского начала. А мы со своей стороны будем вам благодарны, если вы пришлете свою историю, где сможете отметить именно вот этот аспект раскрытия женственности или мужественности, женских и мужских энергий, когда вы встретили свою родную душу. Ну что ж, мы благодарим вас за сегодняшнее участие, благодарим всех, кто был в интерактиве, кто нас смотрел в YouTube. И прощаемся с вами до следующей встречи во вторник. Обращаем ваше внимание, 21:00 московского времени мы перенесли встречу на 9 часов вечера. Будет служба поддержки, где мы будем отвечать на ваши вопросы. И мы прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Всего доброго.